На сегодняшнем выпуске новостей. Все более высокий уровень дорожного движения. Правительство Якатерия предостерегает от возможного увеличения числа автомобильных аварий. Верховный Совет обсуждает вопрос о запуске потенциальной программы инфраструктуры только для дорог. В Италии ситуация с коронавирусом ухудшается по мере смерти. I think people are starting to wake up really to what is happening, not only because of the measures that have been taken. Также в программе ветряные турбины действительно работают. Честно говоря, наша страна должна не только полагаться только на энергию ветра, и мы не можем ожидать, что она будет работать, если наша погода саботируется. Здравствуйте и добро пожаловать в новости, где мы начнем сегодня в Якатерии. Правительство заявило, что быстрое увеличение автомобильного доправы по будущей стране, вероятно, приведет к пробке на дорогах, если дороги не будут обновлены в течение 5 лет. Это результат нового законодательного акта, который уменьшил обмедление новостников автомобилей и привел к увеличению трафика в крупных городах, таких как Предзавичье и Наталиска. Вот наш национальный корреспондент Люда Павлова. Движение по шоссе И-4 в будние дни увеличилось в 4 раза, а по трассе М791, ведущей к Пришовиче, в будние дни возросло движение в 10 раз, что привело к заторам. Сама президентка Маленкова пострадала от пробок на дорогах, поскольку в Голубом дворце, расположенном в районе Юльской революции в Наталиске, время в пути увеличилось до 45 минут. Ранее сегодня президент вышел из автомобиля после выхода из автомобиля в Голубом дворце и сказал: «Став дорожного движения в нашей стране жаршуя. Давайте исправим это в направить время». Это привело к тому, что правительство Якатерии предложило правительственным чиновникам бесплатный транспорт на вертолете, чтобы доставить их в правительственные здания по всему городу. Спасибо, Люда. Здесь у нас есть политический редакторку и экспертку по инфраструктуре Катрина Денисова. Спасибо, что пригласили меня в программу. Честно говоря, наша страна нуждается в пересмотре того, как работают и фунгование наши дорожные системы, поскольку такого уровня трафика никогда не было. Еще одно улучшение, которое мы могли бы также сделать честно, звышение платы за проезд по всей стране, притоже виете на последние ЭСА в последний раз, когда плата за проезд менялась. Они были, вы знаете, снижены, и тогда на дороге было меньше автомобилей. Честно говоря, есть способы преодолеть транспортный кризис, а я бы порекомендовал расширить сеть, но то могло бы вызвать больше заторов, а то нанесло бы ущерб всей цели проектов. А какую инфраструктуру бы следует ожидать от влады, чтобы построить растущий трафик? На конечном итоге решать влады. Некоторая инфраструктура, которая бы и самухли добавлена. Больше рамп для входа и выхода. Притоже в сучасней ситуации она слишком далеко разнесена, а если себя пропустить выход, бы придется уйти далеко. Наша влада, на счастье, способна расставить приоритеты, а сохранить волю к выполнению задачи, не участвуя в чрезмерной политической бюрократии, поэтому же считаю, кризис можно решить через пару лет, а предотвратить любой ущерб экономике. Да. Дело в том же, если примем позитивные меры на немедленного разрешения этого кризиса, сможем обеспечить, абы можная перегруженная дорожная сеть не жарсовала цены на недвижимость, а аренду всей стране, является совершенно другой темой. Хорошо,
Дальше, а право ТИЕС могло бы также построить больше подземных автомагистралей под местами. У нас вела невизиточ подземноч недвижимости в крупных местач. А Кукуна Талиска и Престовича, которые ЭСА даю легко использовать для подземных автомагистралей, чтобы доставить людей из ее одной части места в другой легко. Спасибо, Катрина Денисова. Кризис АИС вызвал преимысловность в различных отраслях, особенно в отрасли сухопутной торговли, где большая часть грузовых перевозок в стране перевозится на грузовиках. Александр Колповский с докладом. Отрасль обчетный промысел оказалась втянутой в дорожно-транспортный кризис из-за ее большой зависимости на накладных автомобилей на место Калайник, которым преобладают пассажирские поезда. Автоперевозчики всей стране выразили обеспокоенность в связи с дорожным кризисом, ЗБ то могло задержать перевозку грузов, а привести к замедлению экономического роста, а возможной рецессии. Тем временем Национальный союз водителей ЭСА грузовиков обратился на Владу об просьбой создать специальные полосы на грузовиков в крайнем левом положении, чтобы грузовики могли быстрее добраться до места назначения на помощью выделенной полосы движения. Однако Министерство общественных служб выразило обеспокоенность. ЗАК Влада повали такета особый режим. Они обеспокоены тем, что аварийные службы не будут мост использовать крайнюю левую полосу скорой помощи. Спасибо, Александр. Терраса в Россиями к Катрине Денисовой с дальшими информацией о дорожном кризисе и можных решениях. Вы знаете, Екатерская влада никогда тента проблемы ник до того факта, что на большинстве автомагистралей было 4-6 полос, а мы маме не хватает автомагистралей с более чем 6 полосами, кроме М1, с 12 магистралями, поэтому заторы в те время были редким явлением. Прискорбно еже в сучасней ситуации у нас было много событий в последнее время, а некоторые шоссе были окружены городскими зданиями, а поэтому не могут быть расширены. Что бы должны делать, чтобы исправить СМЕ сучасную ситуацию, как граждане? Ако граждане бы должны проявлять терпение. Вы знаете, если начинаются новые проекты по расширению пути, мы должны как можно больше стараться мириться с шумом, а перебоями, чтобы они могли быстро выполнять работу. К сожалению, мы не можем слишком злиться на ЕТО прогресс. Потенциальный проект модернизации дорожной инфраструктуры фактически будет первым проектом по обновлению существующей инфраструктуры. Вы знаете, вместо новой инфраструктуры, акое серия проектов Мегропро, то может вызвать некоторые проблемы с жителями давно существующих городов. А ако часто си думаете, же будет часто нашему Влада потребуется модернизировать существующую инфраструктуру, чтобы продолжать соответствовать спросу? Верим же, то придется делать то гораздо чаще. СМЕ находимся на этапе, когда наша страна растет гораздо более быстрыми темпами, чем раньше, а существующая инфраструктура не сможет справиться с таким ростом. Больше проектов по обновлению существующей инфраструктуры будет более распространенным, поэтому также СА должны следить. Не можем очековать, же сами расстроимся. Ака проекты потребуют сноса или изменения других областей, тот факт, же мы миримся с проектами Мегропро, означает, же можем принять изменения. Такие районы, ако вижай, безусловно потребуют больших работ, при то же то и соединение третьих крупных автомагистралей. Некоторые другие места, которые нуждаются в модернизации, включают Царюград, ако и Леноград, Абая седия рядом с шоссе Е4, а вокруг него. Медже время в других местах, ако Судиметровска, Опреззовича, проходят автомагистрали, проходящие через центр города, поэтому самозрейме, это будет большая проблема. Однако, поскольку Димитровска опреззовится ЕСу на веме еста, мы, конечно, могли бы СМЕ использовать туннели, ако Сом говорил ранее в программе, и поставить новые шоссе под землю. На вырешение тахто проблему с дорожным движением нам, самозрение же, нужно больше дорог, но СМЕ должны сосредоточиться на то, чтобы избавить людей от дороги, чтобы решить эту проблему с доправным движением. Спасибо за ваши мысли. Пробки на дорогах действительно являются серьезной проблемой здесь, в Екатерии, а теперь маме студию, которую предложила Татьяна Ивановой. Татьяна. Спасибо, Алексей. Недавние исследования показывают, как будет кризис продолжится в течение следующего десятилетия. К этому времени движение в крупных городах практически остановится. То связано с тем, то количество автомобилей увеличится с 1,2 миллиарда в 2330 году до 3,2 миллиарда в 2345 году, а до 7,8 миллиарда в конце столетия. Между тем,
Нынешняя дорожная система может обслуживать только 2 миллиарда автомобилей, которые постоянно обслуживаются, не перегружая работников службы технического обслуживания дорог, а не вызывая массовых пробок в крупных городах. Мы должны ожидать рекордного пробка в течение этих нескольких лет, если не произойдет никаких изменений. Теперь же Мария Александрова с общим справоу. В общем, изменения в нашей дорожной инфраструктуре не будут легкими, будут политические барьеры, социальные барьеры, например, участие Верховного Совета в обеспечении того, чтобы увеличение количества автомобилей не вышло из-под контроля. Производители автомобилей также заявили, что будут повышать цены на автомобили, чтобы поднять барьер для покупки, удержать граждан от покупки слишком большого количества автомобилей, а также ограничивать граждан от покупки слишком большого количества автомобилей одновременно. Производители автомобилей также заявили, что будут повышать цены на автомобили, чтобы поднять барьер для покупки, удержать граждан от покупки слишком большого количества автомобилей, а также ограничивать граждан от покупки слишком большого количества автомобилей одновременно. Спасибо, Марио. Далее, коронавирус в Тельянску ухудшается, заживший уровень смертности увеличивается до 366. Подробнее об этом после перерыва.